Друзья, приветствую всех на моем канале. Меня зовут Елена, я практикующий ароматерапевт и аромапсихолог. На своем канале рассказываю, что такое ароматерапия и эфирные масла, как правильно и эффективно их использовать для решения различных задач по нашему здоровью, как физическому, так и ментальному, и, соответственно, повысить качество нашей жизни и радоваться каждому дню. Сегодня я бы хотела рассказать вам о таком замечательном и незаменимом эфирном масле, как Равенсара, Cinnamomum camphora, которое стоит на страже практически всех зимних заболеваний и обязательно должно быть в домашней аптечке в каждом доме. Немного истории об этом необычном дереве. Дерево равенсара родом из Японии и Тайваня. Оно было высажено на Мадагаскаре в середине XIX века, где теперь в основном и произрастает. По внешнему виду оно очень похоже на лавровое дерево, и не зря, потому что относится к семейству лавровых. Мы знаем, что все лавровые деревья содержат такой природный терпен, как камфора, причем в большом количестве, до 50%. Но эти камфорные деревья, высаженные на Мадагаскаре, попали в настолько благоприятную для них среду, что со временем развили уникальные качества, которые не встречаются больше нигде. Эфирное масло, полученное из их листьев, почти не содержит камфоры. Оно довольно мягкое, но при этом очень эффективно. У дерева равенсары густая крона, и оно достигает 5–8 метров в высоту, а иногда может вырасти и до 15 метров. Равенсара очень любит солнце и влагу тропических лесов, но при этом может выращиваться и искусственно. В переводе с малагасийского языка слово равенсара означает «лист, годный на все» или «дерево с полезными листьями», так как оно используется коренными жителями острова Мадагаскар для лечения очень многих заболеваний, а также и для ароматизации пива. То есть представляет собой своего рода панацею от многих недугов. Современный же мир возлагает на это дерево большие надежды, так как оно обладает исключительными антивирусными качествами, что особенно актуально в наше время при стремительном распространении новых эпидемий, гриппа, различных и порой неизвестных штаммов и других мутирующих вирусов. К тому же вирусы и бактерии становятся все более устойчивыми по отношению к традиционным противовирусным препаратам и антибиотикам, чего никогда не происходит по отношению к эфирным маслам. Эфирное масло равенсары получает из листьев методом паровой дистилляции. Запах у этого эфирного масла довольно приятный. Он такой немного камфорный, со сладковатыми свежими нотами. К сожалению, это масло, как и многие другие эфирные масла, часто подделывают. Поэтому всегда обращайтесь только к надежным поставщикам или производителям. Проверяйте латинское название масла на флаконе, а также на этикетке должна быть указана его основная молекула– 1,8-циниол, чтобы не перепутать его с другими камфорными маслами, которые могут быть нейротоксичны из-за очень высокого содержания камфоры. Эфирное масло равенсары достаточно мягкое, как я уже сказала, но все же некоторые противопоказания у него имеются, и не стоит его использовать при беременности, в первом триместре, в период лактации, при повышенном артериальном давлении, людям с эпилепсией, если бывают судороги, если есть астма или сухость роговицы, а также если человек получает иммуносупрессивную терапию. Какая же область применения эфирного масла равенсары? Конечно, в первую очередь это инфекционные и респираторные патологии, такие как ангина, танзелит, грипп,
простуда, синусит и другие. А Равенсара — это отличное антибактериальное и противовирусное средство широкого спектра действия, особенно полезно для дыхательных путей. Оно не менее эффективно, чем антибиотики, и при этом значительно снижает риски повторного заражения при вирусных заболеваниях. И все это благодаря такой замечательной молекуле, как 1,8-циниол, также называемый эвкалиптолом, помянутый выше, которая составляет основной процент эфирного масла равенсары от 50 до 70%. Хорошо применять это масло также при насморке и мокром кашле. Оно будет действовать как муколитик и отхаркивающее средство, так как молекула 1,8-циниол будет стимулировать и муциновые железы, и активность бронхиальных ресничек, то есть слизистой оболочки дыхательных путей, и тем самым помогать выводить мокроту. Как именно на практике мы применим данное эфирное масло в случае респираторного заболевания? При самых первых симптомах включаем аромадиффузор с эфирным маслом равенсары. Мы можем добавить также эфирное масло эвкалипта лучистого и любое цитрусовое эфирное масло, которое вам нравится. Это может быть лимон днем и, например, апельсин или бергамот во второй половине дня. По 2 капли каждого из этих эфирных масел. Но смотрите также инструкцию к вашему аромадиффузору. Распыляем по 10-15 минут в час по несколько раз в день. Это будет эффективной санитарной обработкой воздуха в помещении. Детей и животных во время диффузии выводим из комнаты. Если у вас нет в наличии аромадиффузора, то вы можете капать эфирные масла на ватный диск, например, и дышать с него, или на любой другой натуральный носитель. Эфирное масло равенсары не агрессивно для кожи, и можно, например, 1 каплю нанести на ладошки, поднести их лодочкой к носу и подышать. Сейчас покажу как. Вот таким образом. Наносим 1 капельку. Вот у меня как раз эфирное масло равенсары. Закрываем обязательно флакончик, чтобы оно не выдыхалось. Мягко растираем в ладошках. И подносим к носу лодочкой. Делаем 3-5 глубоких вдохов. Можно, конечно, и больше. Это масло очень приятное по запаху. Мне оно очень нравится. Оно, к тому же, еще прекрасно действует на нашу психику. Можно также капнуть капельку на воротник вашей одежды с наружной стороны, либо в аромакулон. Это также создаст защитное поле вокруг вас. Следующее, что мы можем сделать. 1 капельку эфирного масла равенсары капаем в половину чайной ложки меда, перемешиваем и рассасываем во рту 3-4 раза в день. Внутренний прием эфирного масла будет также эффективен, если у вас болит горло или начался кашель. В этом случае его хорошо сочетать с 1 каплей эфирного масла вечно зеленого кипариса. Cupressus sempervirens на латыни. Друзья, по кашлю, особенно сухому, на моем канале есть более подробное видео. Проходите по ссылке в описании и смотрите, для кого это актуально. Также, когда вы ложитесь спать, нанесите по капле эфирного масла равенсары на подошвы ног, мягко втирая, и можно после этого надеть носочки. Это прекрасно дополнит комплекс мер при первых признаках простуды или гриппа. С эфирным маслом равенсары можно принимать вечерние ванны, если у вас нет температуры и вы не склонны к гипертонии. Для этого разведем в натуральном геле для душа или в 1 столовой ложке молока 10 капель эфирного масла равенсары. Можем добавить пару капель эфирного масла эвкалипта. Затем эту смесь разводим в ванне
с горячей водой комфортной для вас температуры и принимаем ванну примерно 15-20 минут. С вирусом герпеса эфирное масло Равенсары также прекрасно справляется, и при этом оно еще и ускоряет рубцевание тканей. При первых симптомах герпеса можно 1 каплю эфирного масла наносить на ватный тампон и прикладывать к пораженному месту до 5 раз в день, до улучшения состояния. Тут его можно также комбинировать с эфирным маслом чайного дерева и с другими маслами. Друзья, у эфирного масла Равенсары очень много и других показаний. Оно также успешно применяется и при ветрянке, гастроэнтерите, при отеках любого генеза, для детоксикации организма, при воспаленных состояниях лимфоузлов, при грибковых инфекциях, при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы, при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и во многих других случаях. Эфирное масло Равенсары также прекрасно действует на нашу психику. Это хороший стимулятор жизненных сил, применяется при психической и физической усталости, в том числе и синдроме хронической усталости, при стрессе, унынии, депрессии, рассеянности, снижении памяти, апатии, сонливости, а также и при синдроме дефицита внимания и гипервозбудимости. Это масло хорошо в период восстановления после инсультов и ишемических атак. Поможет также пожилым людям при когнитивной заторможенности, а также при других состояниях. Как видите, эфирное масло Равенсары действительно пригодно при очень многих недугах, как у взрослых, так и у маленьких детей. И оно обязательно должно быть в нашей аптечке. Друзья, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Кому необходимо, можете записаться ко мне на консультацию на моей страничке в Инстаграме. А также делитесь вашим опытом применения ароматерапии. Ставьте лайк этому видео, если оно было полезным для вас. И подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч и будьте здоровы!